Американская певица Белинда Карлайл появилась на сцене в начале 80-х в составе группы The Go-Go's, состоящей исключительно из девушек. Со временем артистка сменила имидж и музыкальный стиль, став поп-дивой мирового уровня. Сегодня Белинда продолжает заниматься музыкой, но ее имя уже не воспринимается иначе, как в связке с ушедшей эпохой пышных причесок, перламутровых помад и вареных джинсов. Многие завидовали ее успешной карьере, но все ли было так гладко в жизни исполнительницы хита «Heaven is a place on earth»? Как сложилась семейная жизнь популярной певицы, как она сейчас выглядит и чем занимается, смотрите в этом видео, не переключайтесь. Белинде Джо Карлайл не пришлось далеко ехать в поисках славы. Девочка появилась на свет в Голливуде в 1958 году. Многодетные родители 7 детей занимались трудовыми профессиями. Мама шила одежду, а отец плотничал. У мужчины были проблемы с алкоголем, из-за чего последовал развод, после которого мать повторно вышла замуж. Уже в детстве Белинда стала проявлять бунтарский нрав, что усугубилось из-за неважных отношений с отчимом, которого девочка на дух не переносила. По причине конфликтов в семье будущая певица старалась проводить дома как можно меньше времени. Она увлекалась мальчишескими видами спорта и даже пробовалась в состав юношеской баскетбольной команды, став там первой девушкой в истории. А еще увлекалась футболом и драками, стараясь ни в чем не уступать парням. К старшим классам Карлайл удалось остепениться. Она сбросила лишний вес и стала привлекательной молодой особой, которой нашлось место в группе поддержки, куда попадали только самые симпатичные девочки. Окончив школу в 1976 году, Белинда, не раздумывая, собрала вещи и покинула родительский дом. Она мечтала построить карьеру певицы, и для этого у нее были все данные, включая яркую внешность, музыкальный слух, выразительный голос и талант к сочинительству. Музыкальную карьеру Белинда начала как барабанщица, войдя в состав группы The Germs, но быстро поняла, что хочет выступать на первых ролях. После этого девушка собрала The Go-Go's, который стал исполнять песни собственного сочинения. Карлайл писала музыку, тексты и выступала в качестве солистки. Коллектив быстро выстрелил, став первой женской рок-группой, чей альбом возглавил чарт-журнал Billboard. В начале 80-х девичий квартет стал любимцем публики. Обретя статус звездного, коллектив собирал аншлаги на концертах и записал 3 диска, но в 1984 году распался. Однако в 1999 году девочки из коллектива снова собрались вместе, выпустили 4-й альбом и гастролировали по миру вплоть до 2022 года, но также не перестают выступать и сейчас на разных музыкальных фестивалях. После распада группы Белинда начала сольную карьеру. Дебютный альбом певицы назывался «Белинда» и вышел в 1986 году. Выпуск пластинки предварял сингл «Mad About You». Ставший главной песней лета и занявший 3-ю строчку в американском хит-параде. Год спустя исполнительница приготовила 2-й релиз, где предстала в новом образе нежной и обаятельной женщины, пришедшем на смену имиджу юной дикарки. Heaven on Earth был выдержан в жанре поп-рока и стал в США платиновым. Здесь прозвучали треки Circle in the Sand и Love Never Dies, а сингл Heaven is a Place on Earth завоевал весь мир, возглавив хит-парады Европы и Австралии. В клипе на песню снялся супруг певицы Морган Мейсон. В середине 80-х мало кто в Америке смог сравниться по популярности со звонкоголосой Белиндой. Однако со временем интерес к ее персоне стал падать. Альбом 1989 года Runaway Horses отличался зрелостью и глубиной. Однако публика стала находить себе новых героев. При этом песня «La Luna» пополнила коллектив хитов певицы, а композиция «Оставьте свет включенным» написанная в творческом дуэте с Джорджем Харрисоном, осталась в тени.
Карлайл записала в 1990-е 3 диска, но их успех нельзя было сравнить с первыми работами. Несмотря на наличие там таких ярких синглов, как «Калифорния» и «Это слишком реально», певица покинула США, переехала жить во Францию и к музыке вернулась только в 2007 году, выпустив пластинку «Вуаля». Здесь исполнительница поет на французском под аккомпанемент ирландских музыкантов. Клавишные аранжировки песен подготовил Брайан Ино. В 2009 году Белинда приняла участие в 8-м сезоне американской версии телешоу «Танцы со звездами». Певица считает участие в проекте своим самым отважным и безбашенным поступком. Она до дрожи этого боялась, но решила переступить через себя, чтобы доказать себе и другим, что ничего страшного в этом нет, и горько об этом пожалела. Карлайл наивно надеялась на то, что ее хорошая физическая подготовка и врожденное чувство ритма помогут ей удержаться на плаву, и даже не подозревала, насколько тяжело поспевать за профессиональным танцором. Белинда и ее партнер Джонатан Робертс покинули проект после первого же эфира, после чего певица заявила, что больше никогда не согласится на подобное безумие. В 1984 году на пике популярности коллектива The Go-Go's Белинда встретила будущего мужа Моргана Мейсона, занимавшего пост старшего советника президента США Рональда Рейгана. Говорят, что именно это знакомство повлияло на уход девушки из группы. Избранник Карлайл – сын знаменитого английского актера Джеймса Мейсона. О подробностях личной жизни певица рассказала в книге под названием «Губы раскрыты», посвященной собственной биографии. Отсюда поклонники узнали о проблемах певицы, связанных с 30-летней кокаиновой зависимостью, расстройствами пищевого поведения и злоупотреблением алкоголем. Женщина призналась, что не прекращала пить, даже будучи беременной единственным сыном Джеймсом Дюком, который родился в 1992 году. Белинда говорит, что стала употреблять наркотики не в поисках кайфа, а чтобы заглушить аппетит, поскольку панически боялась растолстеть. В итоге зависимость привела ее на дно, и артистка только чудом избежала неприятностей в виде автомобильной аварии или попадания в тюрьму. Выход из порочного круга Карлайл нашла в буддизме, не прибегая к традиционным методам реабилитации. Женщина посвящает по 4-5 часов в день медитативной практике и йоге. Певица покинула США и жила то в Индии, то во Франции. Сын Белинды в 14-летнем возрасте признался нетрадиционной ориентации. Артистка испытала шок от новости и еще надеялась, что тот изменит выбор, несмотря на то, что сама долгое время поддерживала гей-сообщество. Однако матери пришлось принять гомосексуальность Джеймса Дюка как данность, и сейчас она проводит выступления, давая советы родителям, чьи дети испытывают тягу к лицам своего пола. Сын певицы занимает активную политическую позицию, работая в Палате представителей США и поддерживая отдельных кандидатов. В 2012 году молодой человек входил в число официальных представителей Барака Обамы и на следующих выборах оказал поддержку команде Хиллари Клинтон на волонтерских началах. Парень унаследовал творческие гены родителей, но окончательное предпочтение отдал не музыке, а кино. В послужном списке Джеймса пока еще не так уж много проектов. Молодой человек снялся в ромкоме «Что будет дальше?», сыграл самого себя в паре телешоу и документальных фильмов, а также попробовал себя в качестве кинопродюсера. Сегодня Белинда не оставляет занятий музыкой и пишет песни. Последний альбом под названием «Более дикие берега» вышел в 2017 году и стал 8-м в дискографии. Стилистика пластинки отличается от традиционной поп-манеры исполнительницы и вдохновлена сикхскими песнопениями. 25-летняя практика кундалини-йоги побудили Карлайл изучить мантры, мотив которых прослеживается в новых треках. Уже много лет артистка – убежденная вегетарианка, к тому же занимается благотворительными инициативами. В 2014 году в Калькутте женщина основала организацию Animal People Alliance, которая предоставляет помощь бездомным животным. Призывы оказать поддержку бесприютному зверью женщина размещает в аккаунте соцсети X. Здесь же поклонники следят за свежими фото и последними новостями из жизни звезды. Также Белинда ведет и Instagram. Карлайл сумела не растерять красоту, которая блистала в молодости.
Теперь привлекательные внешние черты обогатились житейской мудростью и внутренней гармонией, которую излучает женщина. Она по-прежнему в хорошей форме и при росте 170 сантиметров весит 62 килограмма. Поклонники до сих пор не могут забыть ее откровенные фотосессии в купальнике и без, которые звезда проводила в былые годы. 4 июля 2019 года певица выступила в Лондоне с проектом «Ночь небесного блаженства», организованным в поддержку Animal People Alliance. Белинда охотно дает интервью, где рассказывает о работе своей организации и надеется привлечь к участию в помощи животным как можно больше людей. Белинда сейчас живет с мужем в Мехико. Пара успела пожить во Франции и Таиланде, прежде чем окончательно обосноваться в столице Мексики. Певица сегодня выступает не так часто, как раньше, но не забывает о музыке и своих фанатах. В 2023 году был выпущен мини-альбом «Кайсмит», в котором Белинда впервые за 25 лет вернулась к своим поп-корням. Приятным событием для поклонников Белинды стала премьера клипа «Воздух, которым я дышу», которая состоялась 13 июня 2025 года. Песня войдет в новый альбом американской певицы под названием «Давным-давно в Калифорнии», который выйдет 29 августа и станет для нее первым полноценным релизом почти за 30 лет. «Давным-давно в Калифорнии» представляет собой ностальгическую коллекцию из 10 кавер-треков, пропитанную золотыми звуками ее калифорнийского воспитания. Карлайл переосмысливает хиты, которые слушали в детстве и которые сформировали ее как артистку. Этот сборник песен – лучшее представление о том, что я любила тогда, говорит Белинда. Их прослушивание возвращает так много воспоминаний о времени и Калифорнии, которых больше нет. Да здравствует Калифорния моей мечты. Я жила и дышала музыкой. Это был мой великий побег. Каждый день после школы и во время летних каникул я прилипала к радио и подпевала, всегда мечтая о том, чтобы и самой стать певицей.